Друзья, всем большой привет! Сегодня хочу потестировать новый формат, скажем так, обзора. Хочу, чтобы вы меня видели, а я, соответственно, мог общаться и обращаться к вам. Бой у нас на фоне будет объект 780, это новая советская имба, то есть это танк тяжелый прорыва. Машина получилась достаточно очень мощной, сбалансированной. Сбалансированной в угоду баланса, конечно, как обычно у нас бывает. Ну, в скобочках нет. Очень имбовый танк с огромной альфой. То есть у нас идет бронебойный снаряд пробития 267, средний урон 530. Подкалибр 311 пробивает. Неплохая динамика, то есть до 40 он в принципе способен ехать. Очень мощное бронирование, плюс у него высокий дорожный просвет, как вы видите. Потому если вас будут бить классически в борт, ну, то есть где-то сюда, пробития не будет, потому что броня находится намного выше. Ну и как обычно у нас очень сильная имбовая советская башня, летая. В этом бою он настреляет огромное количество урона, ну, то есть нереально огромное. Плюс натанчит. Машина новая, классная. Получить ее могли через бюро исследований. Это новый ивент от Wargaming был. Ну, не от Wargaming, сейчас это Леста называется, компания, которая владеет правами на танки. Оттого я не силен в этих всех аббревиатурах, названиях, кто кому принадлежит, это не так важно. Нам главное, чтобы игра нравилась, правильно? Потому едет сразу карта у нас линия Маннергейма в ТТ-позицию, заряжает подкалиберы, будет потихоньку разминать технику противника. 311 бронепробития на подкалиберах это за глаза. То есть у него также еще очень неплохо идет с ВЛД, оно очень маленькое. И НЛД также очень маленькое, с сумасшедшими углами. Вот сразу получают два непробития от Е100 и от Вазы. Дал, кстати, разок в сотку. В Вазика он дал первый раз. Он дает по сотке без проблем. Машина получалась за ресурсы. Ресурсы были разные. То есть там был и свободный опыт, и голда. Ну, то есть много чего нужно было отдать, чтобы эту машину заиметь. Также есть у нее камуфляж. Камуфляж, который идет с серийным номером. То есть их 30 тысяч машин таких было. С серийником. То есть, как по мне, это довольно прикольно. Но отдавать все ресурсы на танк, ну, такое на самом деле. Я бы не стал лично. Конечно, много интересных машин у нас в игре. Ну, таким способом выдирать из людей ресурсы, я считаю, как минимум неправильно. Фу, очень жарко сегодня у меня, поэтому извиняюсь за пот, не подготовился, так сказать, для эфира. Потому смотрим бой дальше. У него уже буквально прошло 3 минуты боя, 2700 урона, 1,5 он натанковал. И это только начало, потому что максимально эффективно здесь он стоит, держит. Пробить его никто не может, поскольку машина новая, и, соответственно, многие не знают, куда ее пробивать. То есть минус 2 танка противника уже есть, счет 2-1. Проезжает дальше. Там впереди стоит Чифтейн, очень сложная цель. Чифтейн пробивной танк с хорошей башней, то есть работать по нему довольно сложно. Но у нас парень тоже не лыком шитый, как видим, проезжает сразу как статист по склону. Думаю, многие из вас, кто смотрит на этом склоне, тонули. Не знаю, у кого какой скилл, ребята. Если хотите поделиться, пишите в комментарии. Пробивает его Чифтейн в борт башни, если не ошибаюсь. С поджогом дает по маусу. Непонятно, куда пробил Чиф, по-моему, в борт башни. Да, проезжает дальше. Кстати, друзья, я напоминаю вам о том, что если у вас есть желание смотреть подобный контент, и конкретно это видео, то есть с включенной камерой вам интересно, то есть чтобы вы видели меня, я считаю это правильно. Будем пробовать снимать подобные ролики, тем более я записываю это все практически впрямую, то есть я включил обзор и сразу начинаю его делать. Поэтому, если нравится, палец вверх, пишите в комменты, что так, что не так. Я, как вам уже говорил ранее, я хочу расширять аудиторию, и потому я готов идти на разные, скажем так, ваши предложения, то есть соответствовать вашим ожиданиям, так что пишите. Заехал в спину противникам, добирает сразу же маус, это правильно, 5700 урона уже есть, 4-1 счет. 4 минуты боя прошло, видит Чифтейн. У него, как видим, голдовый снаряд это подкалибр. У Чифтейна очень хорошие противокумулятивные борта, но подкалибру на это все равно, поэтому дает. Альфа вылетает 556. То есть очень комфортное орудие, как я вижу, на средней дистанции очень хорошо залетает, все без каких-либо проблем. Еще один шот 554. Ну, то есть 6800 урона. Как вам? Мне кажется, это новая имба, не иначе. Много этих танков будет сейчас в рандоме. На откате дает в Чифа, вообще не чувствует британцев. У меня, кстати, есть очень интересный бой на Чифтейне. Я советую на карте Берлин все это посмотреть. Я оставлю вам в подсказках плейлист на танковые бои.
вы обязательно посмотрите, потому что я выбираю хорошие бои на большое количество урона, то есть на топовое количество урона, поскольку показывать вам всякую ерунду это не в моих интересах. Добрал Чифа, сводится на Е50, без проблем закидывает, 580 за выстрел, тоже очень не слабо. 8200 урона, 2430 натанковано и 1200 на света, очень не слабо. В маску Е50, конечно, пробить довольно сложно, даже 311 будет маловато. Светится гриль, снарядов, кстати, у него осталось не так много, может до конца боя не хватить. Дает по грилю, 533, 3 фрага у него также есть, счет 6-4. На направлении правом от базы союзники непонятно чем занимаются. Там такой же объект 780 расстреливает все на свете. Заряжает фугас быстренько. 570. В принципе, как альфа на ББшке. Ну, то есть ничего особенного. Как вы считаете, мне интересно, нужны такие танки в рандоме? Которые можно, грубо говоря, купить за реал? Правильно? Но мне кажется, нет, не нужны. А если им нужны, то они должны быть наградные. Ну, чтобы игрок, который хорошо играет, мог его получить. А так, просто выдирание ресурсов из игроков. Дает по прогета, низкий урон проходит, 450. 4 фрага, 9800 урона, 4000 танка и 1800 на свет. Ну, это жестко. На самом деле это очень жестко. И бой еще не закончился. 9900 очков прочности у команды противника. Ну, то есть очень не слабо на самом деле. Видите, что на карте светился Е4, вот буквально вот здесь за склоном. Видим, что там еще у нас имеется и Яга Е100, есть Леопард, есть Е50М, то есть много танков, плюс у противника еще есть артиллерия, это у нас объект 261. ХП у нас 2420 всего, осталось 1840. То, о чем мы говорим в прошлых видео, главное это не потерять большое количество очков прочности в начале, это важно, потому что если вы их потеряете до середины боя, вам просто в середине боя и дальше может не хватить на то, чтобы реализовывать свой танк, а это важно. Многие игроки допускают ошибку, когда едут, не раздумывая, теряют хп, размениваются, а потом просто, когда они могут, скажем так, играть от хп, но поскольку его не осталось, они проигрывают. И это очень хреново на самом деле. Светится Яга, ничего, соответственно, сделать не может, ждет до ворота, дает ему 406 без каких-либо проблем, 5 фрагов, 10300 урона. Видит артиллерию, пытается проехать ближе к позиции H3. Здесь был Е4, небольшой есть склон. Углы, кстати, склонения минус 7. Это как на объекте 140, довольно неплохо. Пробивает его Е4 без каких-либо проблем, обычным снарядом. То есть, видимо, закинул. Сейчас посмотрим, куда. Непонятно, на самом деле, куда он его забросил. Дает по Леопарду. Ну, Леопарда по Е50М. Да, по Е50 дал, верно, да. Шансов здесь не особо, нужно не подставляться под Е4, потому что там альфовая пушка, можно сразу отправиться в ангар, искать следующий бой. Но даже если он отправится сейчас, это все равно бой показательный, я считаю. То есть не в каждом бою игроки настреливают такое количество урона. Отстрелялся Е4, пробует дать ему в башенку. И дает просто, как вам такое, советская пушка. Повезло, что Леопард не пробил, сейчас бы бой для него закончился. 368 хп. Также добавляется на свет, у него уже 11300 урона, 4000 натанкованного и 2500 на свет. Счет 9-9, союзники, как я понял, слились с правой стороны. Там 780, как видите на миникарте, он уже скорее всего проезжает к базе. Здесь не так много танков остается, у него вокруг шотный конкерер, СТРВшка и сзади сотка фуловая. Ну, конкерер, я думаю, сейчас отправится в ангар. Нет, 780 из фланга вернулся назад. Забрасывают там по СТРВ. Она была только что с ХП. Мы видели, сейчас осталось 459. Вообще не айс. Блайнд дает. Остается у него всего 8 снарядов, 2 из них фугасных. На фугасах у него 65 пробития. То есть вообще выезжает кормой. Тут светится сонный 780. То есть, как видим, в этом бою как минимум 1-3 780-х. 4 даже. 4 этих 780-х. То есть танк будет очень популярный. Пробует выцелить в командирскую мини-башенку. Они здесь, кстати, очень-очень маленькие на башне. То есть примерно как у объекта 430. Вот они. Выцелить в них будет вас очень сложно. А башня вся летая. Лоб. То есть даже в крышу, я думаю, вас пробить никто не сможет, скорее всего. Поскольку советские танки, они славятся бронированием. Дает ВЛД своему собрату. Светится. Счет 10-11.
По ХП они сравнялись, остаются еще 5 танков противника, ну то есть это немало, во всяком случае. Нужно добирать шотного собрата, но не попадает, не залетает у него снаряд на такой дистанции, поскольку эти башенки, они очень маленькие, и выцелить их, ну, как я уже говорил, довольно трудно. Непонятно, чем занималась союзная техника на правом фланге, поскольку они слились. Здесь этот фланг атаковать неудобно, лучше оборонять вот где-то с этих позиций. Ну, как видим, не получилось. Остается союзная артиллерия, ее сейчас, скорее всего, доберут. Непонятно, где пропал Е-50, давно он не светился. Лео уехать не мог, скорее всего. Союзная сотка подоспела, она была фуловая, где-то собрала уже на 1000 очков. Светится Е-50 в центре. Сводится. Спокойно дает в корму. Не хватает урона добрать, 38 хп осталось. 6 фрагов. То есть он единственный, кто в этом бою, грубо говоря, играет. Это не может не радовать. Впереди еще много танков противника. СТРВ решает, скорее всего, догнать нашу Е-50. Видит леопарда. Тот поехал объезжать. Забрасывает непонятно как, на самом деле, по прицелу в леопарда. Залетают шальные такие снаряды. Не знаю, как у вас, ребят, у меня бывает, я когда играю, такое никогда не залетает, на самом деле, что обидно. Вы можете, кстати, добавляться ко мне в друзья, у меня ник такой же, как и на канале, то есть Орлов в конце W, но вместо единички ничего просто не пишите. Поиграем с вами вместе в отряде. Я не отличаюсь прям какой-то сверхстатистикой, но кое-что умею, так сказать. 4 танка остается. Они все практически шотные. Удается добрать этот несчастливый 780-й. Не так много машин. 3 танка всего лишь. У него 1 снаряд, фугасный, 7 фрагов. Светится 261 объект. Союзную артиллерию добрали. Епись уже находится на базе. Просто, ну вы видите сами. Ему очень прет на этом танке. 0 снарядов. У него в этом бою 13300 урона, 4350 заблокировано и 2400 на света. Это топ. Понимает, что леопард уехал, скорее всего, за гору и может стоять и отстреливать их с базы. Тем более леопард имеет достаточно неплохой обзор. А учитывая, что не на ТТ, он, скорее всего, пересветит. Правильно принимает решение объехать через низину, чтобы тот никак к нему не подъехал и не попал, потому что у леопарда крайне точное орудие и альфовое, то есть выстрела и попадания хватит. Объезжает пониже. Встал Епись на захват. СТРВшка в центре перекрывает леопарда, если тот решит объехать. Принимают решение, видимо, стать на захват. Да, все верно, становится на захват. Показывает союзные сотки, чтобы тот оказал помощь. Стоит он здесь в низине, но в принципе с этой стороны, то есть вот отсюда, леопард способен пробросить без каких-либо проблем. Но, как мы видим, леопард, видимо, сюда не поехал. Они вдвоем уже стоят на захвате и никакого сопротивления им не оказывают. 8 фрагов у нашего сегодняшнего героя с ником I am Groot. Кто смотрел Стражи Галактики, пальцы вверх. Кому это нравится, кино от Marvel. 20 секунд остается до конца захвата. Практически весь бой очень был динамичным, на большое количество урона. То есть он стрелялся в первой половине боя. И в принципе и в середине стрелялся. Но в конце вот уже такое пассивное началось месилово. И что? Никто не сбивает. Бой заканчивается захватом. Умирает союзная СТРВ, переворачивается. Если вам понравился бой и нравится подобный формат, я жду от вас лайки, пальцы вверх и подписку. До новых встреч. Пока-пока.